Доброе утро, дорогие друзья! Всем привет! Сегодня я расскажу вам про два навыка, которые вам нужны, чтобы выучить язык быстро. Сразу оговорюсь, выучить здесь, конечно, не очень подходит это слово. Правильнее будет сказать прийти к своим целям на языке. Но большинство студентов говорит выучить, поэтому мы не будем сегодня придираться к словам и философствовать. Я буду тоже говорить так, тем более, что это короче. Итак, как быстрее прийти к своей цели в иностранном языке? Не знаю вашу конкретную цель, но большинство студентов, которые приходят ко мне или которых я вижу в интернет-пространстве, на ютубе, в фейсбук-группах, большинство студентов хочет общаться на языке. Что такое общение? Да, здесь двусторонний процесс. С одной стороны, вы должны уметь говорить, выражать свои мысли на иностранном языке, и с другой стороны, понимать, что вам говорят в ответ. Давайте начнем с первого процесса – говорить и выражать свои мысли. Если вы учили любой иностранный язык, вы знаете, что мы начинаем с элементарных тем. Как тебя зовут? Как купить кофе, сколько стоит билет. Вообще уровень А1 – это уровень выживания. Здесь мы вообще не говорим об общении. А интересные темы, дискуссии начинаются гораздо позже. Примерно под конец уровня А2, к началу Б1, то есть где-то через 2 года изучения языка в таком среднем темпе. И это абсолютно нормальный темп. Но многим студентам кажется, что это очень медленно. И они думают, что чтобы говорить на интересные темы, нужно как можно быстрее выучить весь этот материал. Что там у нас? Падежи, глаголы движения, виды, приставки. А еще, конечно, вокабуляр. Сколько там? 500, 800 слов. Чем больше, тем лучше. И чем быстрее, тем лучше. Или другая крайность. Студенты начинают постоянно использовать онлайн-переводчик. Но, как вы понимаете, ни та, ни другая стратегия не помогают вашему прогрессу. А что действительно вам поможет? Первый навык, который вам нужен – научитесь говорить проще. Научитесь выражать свои мысли проще. Когда вам приходит в голову мысль на родном языке, вы, конечно, думаете, что, боже мой, я не знаю, как сказать это на русском. Но, уверяю вас, практически любое предложение можно сделать гораздо проще. Я точно знаю, что это навык, который можно развить, потому что я преподаю русский, мой родной язык, как иностранный, без языка посредника. Я постоянно адаптирую свою речь под уровень студента. И да, поначалу, когда я только начала преподавать, я очень долго готовилась к каждому уроку. Очень долго продумывала каждую свою фразу. Сейчас я это делаю автоматически. И сейчас я не боюсь говорить с начинающими студентами на любые темы. Я знаю, что я смогу объяснить им то, что я хочу, и они тоже смогут. Давайте приведу пример. Однажды студент, преподаватель английского языка, сказал такую фразу. У меня новая 16-летняя студентка, которая изучает английский язык для подготовки к поступлению в университет. Фраза верная, но я сразу поняла, что студент пользовался онлайн-переводчиком. Во-первых, фраза очень тяжелая, звучит неестественно в устной речи. Ну, а во-вторых, для того конкретного студента это очень сложная конструкция, он бы не смог еще сказать так сам. И я предложила ему сказать то же самое, но проще, и помогла ему с помощью вопросов. У вас новая студентка? Что она изучает? Почему она хочет изучать английский язык? И так далее. В результате
Мы сказали все то же самое, но гораздо проще. Любой студент на элементарном уровне может это сказать. Предлагаю вам попробовать, нажмите на паузу, подумайте и напишите свой вариант в комментариях. А я скажу наш в конце видео. Перейдем ко второму процессу. Как понимать, что говорят в ответ. Типичная проблема всех студентов. Я понимаю своего преподавателя, но не понимаю других носителей языка. Или не понимаю другие аутентичные материалы. Фильмы, сериалы, видео. Я столько раз видела студентов на любом уровне, даже на продвинутом уровне. Они слушают аудио, и как только звучит незнакомое слово или фраза, все, человек в панике. Он больше не слышит, что идет после. И, конечно, все, коммуникация теряется. Нет шансов как-то продолжить разговор, если вы уже не слушаете, что там дальше. Настолько большая растерянность от того, что прозвучало что-то незнакомое. И это абсолютно естественно. Мы, взрослые, вообще не любим, когда происходит что-то, чего мы не понимаем. Мы любим все контролировать. Поэтому здесь проблема скорее психологическая, чем языковая, лингвистическая. И навык, который вам нужен, научиться чувствовать себя комфортно, когда вы понимаете не все. Я всегда говорю студентам, нужно понимать не все, но достаточно. Достаточно для того, чтобы продолжить диалог. Концентрироваться на том, что было понятно. И опять уверяю вас, что это навык, который можно развить. На первых уроках, а у меня было уже очень много первых уроков, все взрослые студенты чувствуют себя немного не в своей тарелке. Это выход из зоны комфорта для каждого. Но постепенно, уже через несколько уроков, ситуация все лучше и лучше. И через несколько уроков студентам кажется, что они все понимают. Но ключевое слово здесь «кажется». Они понимают что-то, и этого достаточно. Очень многое можно понять из контекста, из жестов, из самой ситуации. И если вы хорошо умеете использовать то, что вы поняли, вы сумеете продолжить разговор, продолжить диалог. А это ведь самое главное в общении. Итак, давайте резюмируем. Если вы хотите быстрый прогресс в языке, вам нужно не учить все подряд как можно быстрее, а как можно быстрее начать использовать язык. И делать это можно уже на том уровне, где вы сейчас. Вот прямо сейчас. В изучении языка не спешите, идите в своем темпе. И параллельно развивайте эти два навыка. Учитесь выражать свои мысли проще и учитесь чувствовать себя комфортно, когда вы понимаете не все. Эти два навыка позволят вам чувствовать себя в своей тарелке, в общении и в любой ситуации на иностранном языке. Ну как, что вы думаете? Очень надеюсь, что я объяснила понятно. Друзья, дайте мне обратную связь. Для меня это сейчас очень важная тема. Это, можно сказать, моя философия изучения языков и преподавания. И хочу видеть ваши комментарии, ваши мысли. Обязательно пишите. Как я и обещала, вот ответ на ту задачку про новую 16-летнюю студентку, которая готовится к поступлению в университет. И в следующих видео я дам конкретные лайфхаки, конкретные тактики, как развивать эти два навыка. Так что обязательно подпишитесь, поставьте уведомления, чтобы не пропустить. И до встречи в следующем видео. Пока!